Всем привет, друзья! Сегодня я сделаю обзор перчаток Infinity Force и расскажу о том, как я эти перчатки выбирал, почему я выбрал именно их и как они в использовании. Также я расскажу, как выбирать перчатки для бокса. Итак, первый самый важный момент, я расскажу немного о себе. Я занимаюсь боксом как любитель около 2 лет. В целом это, наверное, около 2 рваных тренировок в неделю с перерывами. Буквально 2 месяца назад мне подарили эти перчатки Infinity Force Elite Warrior, которые имеют вес 14 унций. Это около 397 граммов. Для чего в боксе делается разделение перчаток на унции? Исторически сложилось, что, как правило, соревнования происходят в перчатках примерно 10 унций. Все еще дополнительно зависит от веса. Но для тренировочного режима всегда используют перчатки немного потяжелее, для того, чтобы во время соревнований руки летели гораздо быстрее. Дело в том, что когда я начал заниматься около 2 лет назад, сначала у меня были перчатки 12-унцовые, и это были перчатки Everlast Power Lock. Перчатки неплохие, но они были слишком легкие, скажем так. Это уже впоследствии я узнал, что вес перчатки ты берешь такой, насколько ты уважаешь и любишь своего спарринг-партнера, как бы это ни звучало. И идея в том, что чем перчатка больше, тяжелее, тем меньше увечий ты можешь потенциально нанести своему спарринг-партнеру. Что это означает? Во-первых, гораздо большая перчатка распределяет область удара гораздо больше. Это логически понятно. А чем перчатка тяжелее, тем твой удар будет медленнее. Вот и все. Поэтому и в тренировочном процессе многие боксеры применяют именно такой принцип. Боксируют, спаррингуются, работают на мяче в гораздо более тяжелых перчатках, а на ринг, на спарринг уже или на соревнования выходят в более легких. Потому что так заведено, по крайней мере. Лично мои впечатления по поводу этих перчаток, конкретно отзыв, да? Во-первых, я хотел перчатки кожаные. Они и есть кожаные. Как говорит сам производитель, они сделаны из высококачественной натуральной кожи. Ну что могу сказать? В целом это примерно подтверждается. Пока что каких-то больших потертостей или каких-то больших повреждений именно на коже я не заметил. Что касается износа за пару месяцев, то уже появились износы вот на вот этом значочке. Видно его. Также появился небольшой износ на внутренней стороне застежки. Вот здесь вот. Видим, да? Вот такой износик небольшой. Вот здесь вот немного. И вот здесь вот небольшая потертость. В целом ничего критичного, но и надпись, кстати говоря, уже стерлась. Это при условии того, что я занимаюсь около 3 раз в неделю. И спарринги происходят каждый из этих разов. По субботам вообще на протяжении всей тренировки спарринг. Работать в этих перчатках удобно. Во-первых, в этих перчатках я хотел бы отметить очень удобную посадку руки. Почему удобную? Потому что в предыдущих перчатках Everlast Power Lock посадка была намного хуже. И когда я бил и попадал в локоть или там какую-то другую твердую часть тела, то я немного повреждал и ударял палец, указательный палец. В этих же перчатках все вообще отлично. Оказывается, дело было именно в перчатках. Хотя я думал, может быть, я бинтуюсь как-то не так. Вот. Второй плюс – это хорошо фиксирующиеся застежки. Может быть, это дело времени, конечно, но на тех перчатках, именно касаемо Everlast, застежка износилась очень быстро, и потом во время боя перчатки постоянно слетали. Здесь же во время спаррингов еще ни разу пока перчатка у меня не слетела. Такие небольшие отверстия или вентиляция. Руки очень сильно таки в этих перчатках не потеют. И в целом перчатки анатомически сложены очень хорошо. Меня это в них очень устраивает. Что еще? Спарринг-партнерам такие перчатки нравятся. Вообще, когда я пришел на тренировку, взрослые дяденьки, с которыми я занимаюсь, сказали мне, чтобы я покупал 14-унцовые перчатки, потому что у них у всех уже были по 14-16 унций. Конечно, все зависит еще от веса. Я вешу 77 килограмм, а рост у меня 190 сантиметров. И, в принципе, большими перчатками пользоваться можно. Или теми, которые много весят. Это уже тем, кто там в весе, наверное, 60 килограмм, 14 унций будет многовато. Хотя
может быть, кто-то специально намеренно в таких и работает. Еще плюс больших перчаток в том, что они закрывают большую площадь во время защиты. То есть ими можно перекрыться достаточно эффективно. Это тоже довольно-таки, скажем так, удобно. Поэтому, когда я ими перекрываюсь, дырочка, конечно, есть, в которую перчаточку-то можно засунуть, но это уже зависит от того, как вы защищаетесь. Либо вы защищаетесь как-то так, либо так, либо так. Поэтому этим нужно уметь управлять. Что еще касаемо этих конкретных перчаток? По цене, вообще на сайте производителя указано, что они стоят 5000 рублей. Мы в магазине купили немного дешевле, может быть, была какая-то акция, не знаю. Купили за 3,5, если я не ошибаюсь. Вот такая вот покупка. Вообще, по предложениям сейчас на рынке за 3500 кожаные перчатки 14 унций были, вот эти перчатки были самые выгодные. И в целом я покупкой доволен. По поводу 12-унцовых Everlast, ну, они были не из кожи, Everlast Powerlock именно. Они были не из кожи, они были из кожзама. И износились они довольно-таки прилично. Ну и плюс, что разочаровывало, что постоянно расстегивалась застежка. Перчатки меня полностью устраивают. Как я за ними ухаживаю? Обязательно использую бинты. После тренировки ни в коем случае не оставляю в сумке. Кладу просто в темное сухое место, где сушу другую экипировку и другую одежду, где сушу шлем, обзор на который вы можете посмотреть в моем аккаунте. И в целом-то все очень удобно. Совсем скоро, я думаю, выложу спарринг, в котором вы можете увидеть, как используются эти перчатки и этот шлем, хотя мы понимаем, что совершенно не имеет значения то, в какой ты занимаешься экипировке. Самое главное внутри. В целом обзор закончен. Единственное, я покажу перчатки максимально близко, чтобы вы смогли заценить качество, какую-то детализацию, чтобы могли рассмотреть эти перчатки поближе. Да, еще важный момент. Чуть не забыл. Неплохой материал внутри. Его надо показать отдельно. Такой материал внутри, впитывает он очень хорошо. И, кстати говоря, за 2 месяца совсем не пахнет. Пахнет перчатками, а если конкретно, пахнет кожей. Поэтому это очень даже неплохо. Может быть, дело в том, что я их сушу просто. Итак, покажем перчаточки поближе. В целом все. Спасибо за внимание. Ставьте лайки. Если нужно, пишите мне в социальные сети. Я отвечу на все вопросы. Удачных вам тренировок!